Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу вам предложить связать сегодня со мной вот такой красивый узор. В этом узоре ажурные полосы чередуются с рельефной резинкой, и узор смотрится довольно динамично. И очень большой плюс этого узора – он легко вяжется, ну очень легко. Я нашла этот узор в новом журнале Сабрина номер 5 за 2024 год. Журнал вышел недавно, и пока он без перевода на немецком языке. Мое внимание привлекла вот эта модель. Я сама даже не могу сказать, чем она привлекла мое внимание, потому что фото нечеткое, узора не видно. Но, может быть, именно поэтому мне захотелось посмотреть, как выглядит этот узор. И когда я связала образец, сразу у меня нарисовался этот джемпер в голове, и мне очень понравился. Джемпер с круглой кокеткой вяжется снизу вверх. В журнале есть схема кокетки, но так как раппорт ее высоту большой, и чтобы вязать кокетку нужно тоже по кругу вязать, я решила показать вам, как вяжется прямая часть. И уже связав образец вместе со мной, кокетку вы свяжете без труда. Итак, узор состоит из двух фрагментов. Начинаем вязание с ажурной каймы, переходим к узору рельефной резинки и чередуем эти полосы на протяжении всего вязания. Давайте мы с вами свяжем образец. Раппорт узора составляет 15 петель. В процессе вязания схема будет, как всегда, по рядам перед вами. Полная схема будет в конце видео. И это схема для кругового вязания. То есть на ней показаны все ряды, четные и нечетные. И если вы вяжете по кругу, то вы вяжете узор точно по схеме. Все ряды как лицевые. Если вы вяжете поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то мы будем вязать лицевые ряды, читая схему справа налево, затем поворачиваем работу, и в изнаночных рядах мы читаем схему слева направо. Но в изнаночных рядах уже условные обозначения будут вязаться наоборот. Пустая клеточка в схеме – это лицевая петля. Она на лицевой стороне будет лицевая петля, а на изнаночной стороне мы будем вязать ее изнаночной петлей. Но этот узор хорош тем, что в изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку. Итак, набираем на спице 17 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И я рекомендую, этого нет в схеме в журнале, я рекомендую провязать нулевой ряд лицевыми петлями. Этот ряд не входит в раппорт узора, он как вспомогательный ряд. Вот, провязали нулевой ряд. Вот это лицевая сторона. То есть хвостик у нас будет на лицевой стороне с левой стороны. Вяжем ажурную кайму. Первый лицевой ряд. После кромочной 1 изнаночная. 3 петли вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Вот так. Далее 2 лицевых. Делаем накид. 1 лицевая, накид, 1 изнаночная. Это изнаночная петля, центральная петля в раппорте. Относительно ее мы вяжем узор в шахматном порядке. Накид, лицевая, накид, 2 лицевых, и нужно 3 петли провязать вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Снимаем первую петлю, не провязывая, 2 следующие петли провязываем вместе лицевой и протягиваем получившуюся петлю через снятую. И у нас будет 1 изнаночная в конце ряда. Во втором изнаночном ряду, как я уже говорила, петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды мы здесь провязываем изнаночными. Такие ряды я видео пропускаю. Вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд
1 изнаночная, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Я уже перешла на бабушкины петли, мне нужно развернуть эти 3 петли и вот так вот их провязать вместе с наклоном лицевой с наклоном в правую сторону. Далее лицевая петля, накид, лицевая, накид, лицевая петля, изнаночная центральная петля, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, и 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная в конце ряда. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 5-й лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 петли вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, делаем накид, 1 лицевая, делаем накид, 2 лицевых, центральная изнаночная петля, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, и 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 1 изнаночная в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Мы провязали первую половину раппорта в высоту ажурной каймы. Далее смотрим на схему. Следующие 6 рядов мы вяжем точно так же. Повторяем с 1 по 6 ряд этот узор. Давайте самостоятельно провяжем. Я провязала еще 6 рядов в высоту. Смотрите, как красиво получается. Теперь мы будем вязать узор с рельефной резинкой. В журнале ряды в этом узоре тоже чередуются с 1-го ряда. Мы не будем отступать от описания. Итак, 1-й лицевой ряд резинки. После кромочной 1 изнаночная. Кто вязал с нами японские узоры, тот знает элемент узелок, или еще его называют замочек. 3-ю петлю накидываем на 1-ю и 2-ю. И провязываем лицевую петлю, делаем накид и провязываем лицевую петлю. Далее будет 2 изнаночных. И снова повторяем. 3-я петля накидывается на 1-ю и 2-ю. Вяжем лицевую петлю, накид, лицевая петля. 2 изнаночных. Еще раз повторяем. 3-ю петлю накидываем на 1-ю и 2-ю. Лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная в конце ряда. 2-й изнаночный ряд мы петли вяжем по рисунку. Провязали 2 ряда рельефной резинки, пока еще плохо ее видно. Смотрим внимательно на схему. 3-й лицевой и 4-й изнаночный ряд, в них мы петли провязываем по рисунку. Давайте самостоятельно эти 2 ряда провяжем. Провязали еще 2 ряда, вот как у нас получается. 5-й лицевой ряд вяжем точно так же, как мы сейчас вязали 1-й. 1 изнаночная, узелок из 3 петель. 2 изнаночных, узелок из 3 петель. 2 изнаночных, узелок из 3 петель. 1 изнаночная в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только накиды мы здесь будем провязывать изнаночной скрещенной петлей. Итак, это у нас 6-й изнаночный ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот у нас накид, мы его провязываем за заднюю стенку. Нам уже дырочка здесь не нужна. Остальные петли вяжем по рисунку.
1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, изнаночная скрещенная, простая изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, изнаночная скрещенная, простая изнаночная петля. И 1 лицевая в конце ряда. 7 лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. Я вяжу лицевую петлю вот таким образом. Лицевую скрещенную мы вяжем, подхватываем петлю за заднюю стенку и разворачиваем. Далее будет 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная. Кто вяжет классикой, у того петля лежит лицевая вот таким образом. И им лицевую скрещенную нужно вязать тоже за заднюю стенку, ну вот как бабушкину. Вот так. И повторяем. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная в конце ряда. 8 изнаночный ряд вяжем вместе с вами. 1 лицевая. Теперь, где мы вязали лицевые скрещенные петли, мы будем вязать изнаночные скрещенные. Вот у нас изнаночная петля, я простую изнаночную вяжу вот так, а изнаночную скрещенную тоже петлю за заднюю стенку провязываем. У нас петля разворачивается, и у нас на лицевой стороне она провязалась как лицевая скрещенная. Далее будет лицевая петля и снова изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 1 лицевая в конце ряда. Вот смотрите, мы сейчас провязали 7 и 8 ряд, где в лицевом ряду мы лицевые петли вяжем лицевыми скрещенными, изнаночные изнаночными. А в изнаночном ряду мы наоборот лицевые петли вяжем лицевыми, а изнаночные изнаночными скрещенными. И вот нам нужно сейчас повторить еще 4 раза вот 7 и 8 ряд. Давайте еще раз провяжем вместе с вами. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Это мы провязали еще 1 раз 7 ряд. И 8 ряд повторяем. Лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая. Вот, ну теперь я уже думаю, что вообще вам понятно. Давайте еще провяжем 2 раза 7 и 8 ряд. То есть мы сейчас еще провяжем 4 ряда. Давайте самостоятельно это сделаем. Смотрите, какая получается красота, когда мы провязали высоту еще 4 ряда. Кстати, в журнале там рекомендуется повторять и 5, и 6 раз вот эти 2 ряда, в зависимости от размера изделия. Дальше смотрим на схему. С 9 по 14 ряд мы провязываем
Точно так же, как вязали с 1 по 6 ряд. Вот этот элемент с узелками. Давайте провяжем вместе. 9 лицевой ряд, 1 изнаночная, узелок на 3 петлях. Накидываем лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, узелок на 3 петлях. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, узелок на 3 петлях, 1 изнаночная. В 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Смотрим на схему. 11 лицевой, 12 изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку. Самостоятельно это провяжем. Тринадцатый лицевой ряд. Вяжем точно так же, как вязали 1, 5 и 9. 1 изнаночная, узелок на 3 петлях. 2 изнаночных, узелок на 3 петлях. 2 изнаночных, узелок на 3 петлях. В 14 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными скрещенными. Мы провязали раппорт в высоту, состоящий из 2 фрагментов: ажурной части и рельефной части. Далее повторяем узор, начиная с ажурного элемента. 12 рядов ажурного элемента и 20 рядов рельефной резинки. Посмотрите, какая получается красота. Очень красивый узор, и несмотря на его легкость в вязании, он очень эффектно смотрится. Обязательно свяжите себе что-нибудь к лету таким узором. Ставьте лайки, если он вам понравился. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам в соцсетях. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.